Коллеги, всем доброго времени суток. С вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. 28, да, или 32, куда ожидать. Так, объем средств протокола ликвидного стейкинга приблизился к 18 миллиардам. Bloomberg, интересный момент, оценил состояние главы Binance на 28,2 миллиарда. То есть, почему он именно эту сумму озвучил, вообще откуда он, как он может узнать, еще какие у CZ есть холодные кошельки, у него много различных вариантов. Эксперты обнаружили адрес создавших 114 мошеннических мем-токенов, 114 адресов, да. Так, Кракен подала на SEC, биткоин-энтузиасты взломали сид-фразу из известных слов за полчаса. Из известных слов за полчаса биткоин-энтузиаст взломал сид-фразу, обалдеть. То есть сид-фраза из 12 слов, да, сопоставлял каким-то образом и, в общем, взломал. Поэтому будьте аккуратны, сид-фразы нигде не отображайте свои, закрывайте все, то никакие ключи вам не помогут. Желательно получили сид-фразу, куда-нибудь на бумажечку ее выписали, чтобы не забыть. На 2 бумажечки, да, одну в банк, одну съели. Так, Гонконг представил новые правила лицензирования криптобирж, по мнению BlockFi Академия. Гонконг способен дать ликвидность для роста биткоина. Гонконг, ребята, вообще молодцы в плане того, что они сейчас... То есть на будущее можно рассматривать Гонконг как смена места жительства, да, и в район. Вообще азиаты продвигаются вперед, двигают это все, весь этот момент. Дальше фишинговая реклама Лида, DeFi Lama и Zapper, децентрализированные финансы DeFi протоколы, да, на блокчейне привели к краже 4 миллионов, 4 миллиона долларов. Является ли NFT ценной бумагой? Нет, NFT ценной бумагой не может являться, так как ценная бумага представляет собой финансовый инструмент, который дает право владельцу на определенные финансовые потоки, связанные с активом. И в то же время NFT представляет собой уникальный цифровой актив, который может предоставлять любой объект, например, картину, музыку, видео или даже токен права голоса на конференции. И NFT может быть продан или куплен на основе его уникальности и редкости, а также потенциальной ценности в будущем. Так что NFT сейчас разбираются с SEC, будут разбирательства тоже насчет NFT. Так, Lens Protocol запустила решение для масштабирования Web3 соцсетей. Это очень тоже полезный момент. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании, телеграм-канал BitAtlant. Торгую я на бирже BinX через терминал TradingView. Подключить вот здесь торговая панель нажимаем, подключаем свою биржу, вводим логин, пароль и торгуем. Почему именно на BinX? У них не обязательно прохождение KYC-верификации. В сутки можно выводить 40 тысяч долларов, до 40, там, 39 тысяч долларов за сутки без верификации. По-моему, они сейчас сделали 35. Да, они там уменьшили, 35 тысяч сделали. Биржа находится в Сингапуре. По работе, как я работаю, обязательно изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Ребят, я постоянно этот момент указываю. То есть вот BinX, да, изолированная маржинальная торговля и стандартные фьючерсы. Это позволяет открывать каждую позицию по отдельности. То есть когда мы вот здесь, например, падали, да, было это накопление, и Атлант дал шорт-сигнал, лонг-позиция, которая была, она закрылась, а шорт-позиции открывались, да, и когда падали, собрали эти позиции, и на них уехали вниз. И здесь уже закрывали положительные 2-3 позиции в плюс закрыл, остальные на продолжение движения ниже. Но потом цена разворачивалась, те позиции выбили, да, и мы здесь, помните, как мы это дно, кто с нами давно торгует, мы это дно увидели, да, и потом поехали расти, да, первое движение, потом второе движение. Вот сейчас вот опять непонятно, да, то ли цена пойдет на 32 или пойдем на 28, надо за этим наблюдать.
Атлант. Так, сейчас мы к Атланту придем. CoinMarketCap, тоже следите за их новостями, много полезного. Да. Согласно недавней заметке, стандарт Chartered биткоин может достичь $100 000 к концу 2024 года. А в 2024 году у нас ждет что? У нас ждет в апреле халвинг, поскольку несколько факторов. Кто там пытается биткоин похоронить? Ребята, не думайте, что его так быстро похоронят. И пока его цену сделают, его сделают еще, на наш век еще хватит поторговать биткоином. Просто многие сейчас, смотрю, каналы там начинают говорить про то, что биткоин, все, типа, сейчас дойдем до определенных уровней, потом его начнут сливать, и он уйдет в ноль. Возможно, да, он уйдет в ноль, но когда-то в будущем, опять же, пока не прекратится майнинг. С майнингом майнинг еще будет идти, потому что это продажи оборудования, это очень большие деньги, да. Во времена золотой лихорадки зарабатывали деньги, вспоминаем кто? Продавцы, кто продавал кирки и лопаты. Также и здесь. И они же вливают, и они же увеличивают цену биткоина. Вот. И сейчас опять будет выгодно после вот этих всех просадок, майнинг, чтобы ожил, да, нужно цену поднимать наверх. И не только битка, например, Клевер, Эфириум Классик, Эфир, биткоин Кэш. Я, кстати, опубликовал монеты, оставил на паузу. Так, публиковал монеты в телеграм-канале, ссылки внизу в описании. Подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. Ребят, это помогает продвигать наш канал. Вот еще раз перепостил, да, это старое сообщение. 6.1 еще 22 году, да, публикация из 6 реальных криптовалют, которые, по моему мнению, достойны накопления на годы вперед. Это биткоин, лайткоин, Monero, биткоин Кэш, Эфириум Classic и Zcash, да, вот эти вот активы. Но еще сюда можно добавить отдельно, это XRP и XLM, это совсем другие активы. Тон от Телеграма имеет место быть. Но вот именно эти активы, то, что они именно все криптовалюты из списка работ на основе алгоритма Proof of Work, доказательства работы майнинг, да, единственный верный алгоритм, который ложится в основу ценности и истинного понятия криптовалют. Вот момент. Плюс мои ссылочки: чат 80/20, Clever Wallet, холодный кошелек, и Атлант, это по этой ссылке переходите к нам в закрытую группу. Подписка стоит $53 USDT. Подписавшись на Атланта, вы получаете допуск к графикам. Это 4 часовых таймфрейма, дневной, 4-часовой, часовой, 15-минутный. На графиках все расписано. Плюс в закрытой группе мы ведем постоянные дебаты по этому поводу. В данный момент на 15 минутке Атлант указывает, что шорт приоритет. Но ТТ Атланта дополнительный, ТТ Атланта это индикаторное, по индикаторам сейчас лонг видится, то есть должны по идее наверх выйти. И уровень психологический. Если пробиваемся, закрепляемся, то, конечно, нужно шорты сменять, ждать, посмотреть, что будет дальше. При развороте пробитие его обратно и желательно пробитие нижней вот этот нижний блок 29300 можно брать шорт, потому что у нас сейчас здесь и экспирация по бирже, плюс ВВП Германия за первый квартал, посмотрим. По Дербит экспирация будет, забываю постоянно, как она называется. Вот. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Торгую на бирже BinX еще раз. Здесь, кстати, вот она, BinX. Можно подписаться. OKX, Bybit. Все ссылки с официальных бирж. Это, ребята, будьте очень внимательны и аккуратны. Я слежу за вот этим моментом уже давным-давно и очень часто попадается на различных каналах
что люди, не то что часто, а вообще попадается такое, что на канале люди показывают ссылку, но биржа прям идентичная, например, Binance, но если туда заходишь, вводишь логин, пароль, мошенник получает твои данные и потом может зайти к тебе на биржу, да, и вытащить все, что у тебя там было. Поэтому будьте аккуратны с биржами. Здесь все ссылки я ни в коем случае никогда не позволю ни себе, ни кому-либо здесь какие-то ссылки разместить, фальшивые, да, скам. Скамить людей это очень, не знаю, очень плохо. Вот, в общем, будьте аккуратны, осторожны и смотрите, мошенники часто, сейчас эти скам-монеты тоже постоянные, переведи деньги туда-сюда. Вот недавно, по-моему, Спарта публиковал там голосовые сообщения по скам-мошенничеству. Смотрите. Так. В общем, CoinPost может достичь $1000. Сегодня у нас еще будет по новостному фону, да, ВВП Германии в 11-12:30 решение процентной ставки, скорее всего, без изменений будет. И 15:30 базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Тоже посмотрим вот этот момент, прогноз по факту, сколько будет. Тоже может повлиять на цену. Но сегодня хороший момент по экспирации. Нужно будет следить. Почему именно 25 финансовых титанов и 28 здесь зацепили момент? Дальше здесь глава СЕК в отчаянии начал записывать мультяшные ролики. Но этот веселье продолжается. 37. Рейтинг одобрения работы Байдена упал до 37%. Минимум с момента его избрания на пост уже. Вот здесь интересная новость. Нью-Йорк Пост утверждает, что большая часть фотографических сна прибыли из мест за пределами галактики. То есть опять НЛО у нас тут появляется. Но здесь моменты важные. Это 50 радиосигналов из не менее 25 внеземных источников. В группе тоже этот момент ребятам скинул, показал. То есть смотрите, изучайте, как работают уровни Фибоначчи, применяйте к различным моментам, которые происходят. Тут тоже чат GPT станет приглашенным, да, Россия, Исламский мир, Казан форум, участие чат-бота заявлено в проекте программы форум. Вообще, на самом деле, если когда-нибудь вот эта штука станет во главе государств, и представляете, если вас будет судить чат GPT, то есть такая штука, которая проверяет, что ты сделал конкретно, проверяет все различные варианты, которые могли бы быть, да, и выдает ответ, либо, как конкретика есть. Это на самом деле неподкупный орган. Это очень интересная как платформа такая новая, да, что происходит. Так. Ребят, кто у нас на Атланте, перезайдите по ссылке, добавления были. Так, давайте еще раз на график взглянем, что у нас на графике творится на 15 минутке. То есть из последнего накопления вышли наверх, да, вот у нас здесь Атлант подсказывал, что будет ход наверх, был уровень сопротивления и поддержки, да, два таких уровня были отмечены, и здесь как цена шла, причем даже здесь в этой точке у нас прям пробой и пошел, это ничто здесь не подгонялось, как выставлено, так и как было выставлено, так оно и отработало. По Атланту здесь он давал лонг-сигнал, вот в этой точке, это было 27.300, 27 и добавление 27.480, да, когда назад возвращались, разворот и поехали наверх. Кто следил, смотрел, забрали позиции. У меня лонг позиции тоже открыты, без убыток переведены, но после этого цена залетели наверх, стукнулись об потолок, да, у нас новый
пятая волна завершилась. И после этого камнем вниз просто сняли всех, кого только можно было, вернулись назад и опять пошли откупаться. Тоже интересно. Так, обычно после таких движений цена, по-хорошему должна уходить наверх. Но опять же, все знают, что после таких движений, когда всех вынесли, должна цена пойти наверх, цена у нас может пойти вниз. То есть я сейчас полагаю по Атланту, смотрю такой момент, да, опять же, тут у нас накопление, которое уже скоро завершается. Ну-ка, что у нас здесь? У нас структура вот такая. Да, вот уже пружина сжимается, нужно сейчас смотреть вот уже в какой-то момент. Либо будет расширение этой структуры, психологическая отметка сильная вот именно вот этого блока 25, 29 500. Ну, посмотрим. Будет, если пробитие закрепления, то вот это все движение, высота этой структуры должна выйти наверх. Если пробой вниз, вот этим зонам, то да, ожидаем движения вниз. Цель первая это 28 919, ну и ниже цели отмечены. В группу тоже скидывал этот момент. Что еще? Ну и слежу за Атлантом. Атлант шортовый. Как Атлант развернется, конечно, отмена того сценария. Нужно подождать будет или смотреть, что будет дальше происходить. Так, по Тесла момент интересный. Тесла брал в лонг. Так, сколько у нас по времени еще? 16 минут. По Тесла брал лонг на бирже BinX. У нас здесь был гэп. Это дневной таймфрейм. Гэп 150 и нижняя там 147, да. Алгоритм показывает, у нас треугольник вырисовывается. Пробились вниз. Высота этой структуры должна уйти, по-хорошему, должны уйти вниз, вот сюда. Но это первый уровень сейчас. Это первый уровень и второй. Я в этих местах, опять же, расставил несколько отложенных ордеров. То есть у меня здесь стоит покупка в лонг, уже в плюсе эта сделка, потому что и отсюда может пойти этот разворот и выход наверх. Соответственно, ну и биткоин тоже должен подрастать, да, и здесь у нас в этом районе гэп образовался. И вот здесь у нас получается 147 и следующее 130, да, два отложенных ордера стоит на вот этой позиции, на этом ценовом уровне. Смотрим, как оно отработает. Кстати, и по Fibonacci это у нас получается, смотрите, как красиво получается, да? Здесь у нас 618 уровень и 78%. То есть можно конкретно даже на них выставлять на 146.02 и 126.58. Посмотрим, куда цена придет. Может быть, отсюда сразу пойдут разворотное движение, разворотную формацию отрисуют и вот в этой области, потому что здесь, возможно, еще и флаг рисуется вот такой тоже вариант. Клонировать. Видите, да, оно прям сходится с этим моментом. И высота этой структуры, максимальные уровни, то есть куда может закинуть, это у нас 300. Тоже как вариант, просто как вариант, вот тот район. Но опять же, смотря где будет пробиваться здесь, да, ну, в данный момент, вот отсюда нужно смотреть, в данный момент ближайшая цель 268. Тоже посмотрим. Так, это Тесла, рубль, по рублю, USD рубль, доллар к рублю, тоже алгоритм пятиволновку отрисовали, то есть по-хорошему должна пойти коррекционное движение. Соответственно, если доллар вниз, то биткоин наверх должны подкинуть, по идее. Но опять же, не с одного же движения, да, а не за один день мы улетим.
могут сделать вынос, потом пойти вниз. То есть ближайшее по уровню Фибоначчи коррекционное движение по доллару это на 80.45, 79.615 и 78.70. И большая коррекция